Когда родилась Катя, в семье уже была шестилетняя дочка Марина. Родители души не чаяли в Катеньке, потому что она была долгожданная и родная. А Марину они взяли на воспитание, когда ей было 3 года. Ее мать, родная сестра отца, умерла. Никто из родственников не хотел забирать себе девочку, встал вопрос о детском доме, но родной дядя решил воспитывать племянницу. Они уже 8 лет с женой ждут своего ребенка, но что-то не получается. Через 3 года, как они взяли Марину в семью, видимо, Бог вознаградил их, и, наконец, появилась дочка Катенька. Марину они тоже любили, но Катю обожали и лелеяли. Тем более, она родилась хиленькой, мать часто с ней лежала в больницах. Поэтому Марина рано научилась вести хозяйство, мыла посуду, подметала, была помощницей маме. Мать с отцом любовались своей младшенькой. «Какая наша Катенька красивенькая, как куколка! Ну, берегитесь, парни! Когда вырастет дочка, от женихов отбоя не будет. Найдется какой-нибудь богатый красавец для нее». Марина все это слышала, немного обидно ей было, смотрелась из-под тишка в зеркало. Да, они с Катей не похожи. Катя светлая, с серыми глазами, а Марина смуглая, с карими глазками. Не красавица, но симпатичная девчонка. Марина понимала, что Катю любят больше, хотя ее никогда не обижали. Марина после окончания школы окончила колледж, вышла замуж за Ивана, серьезного и делового парня, с которым познакомилась на дне рождения подруги. Иван за столом приметил Марину, которая своими карими глазками водила из стороны в сторону, и, наконец, наткнулась на его серый и теплый взгляд. Она даже немного вздрогнула, так показалось Ивану, и, смутившись, опустила глаза. И этот взгляд карих глаз навсегда запал в душу Ивана. И живут они с тех пор уже 20 лет в полном взаимопонимании и любви. Сын учится в институте, в столице, умный и перспективный молодой человек. Катя после окончания школы не захотела учиться и пошла работать. Перебирала парней и, наконец, вышла замуж за Сергея. Он, конечно, не соответствовал ее запросам, но был веселым и не жадным. Когда встречались, даже дарил иногда цветы, изредка в кафе приглашал. Но, как потом оказалось, подворовывал денежки у родителей. Единственный сын, и копили деньги ему на машину. Потом, конечно, это все вскрылось, когда готовились к свадьбе. Но сын есть сын. Катя им не понравилась почему-то сразу, при первом знакомстве. «Сынок, мне показалось, Катя капризная и своенравная, и совсем неуважительно относится к старшим. Даже нормально не поздоровалась, хоть и впервые пришла к нам. Ну что это?» Кивнула головой, и все. «Ма, нормальная девчонка Катя, ну что ты выдумываешь? Мы любим друг друга». «Ну и ладно, сынок, лишь бы тебе нравилось», — грустно ответила мать. Молодым жить негде, и решили родители оставить им квартиру, а сами переехали в деревню, в родительский дом. Свекровь не могла найти общий язык с невесткой. Марина вышла из машины у своего подъезда. Когда у нее заиграл телефон, звонила мать. «Да, мама, привет. Подъехала к дому из магазина. Конечно, заходи». Мать была неподалеку от дома дочери и минут через 10 уже была у нее в квартире. Пока Марина разбирала сумки с продуктами, мать уже вошла на кухню. «Привет, Марин. Ого, сколько продуктов! Вот ведь что значит иметь свой магазин. Вот я на пенсию не могу себе позволить покупать столько. Был бы жив отец, может, и полегче было бы. Все-таки 2 пенсии». «Мам, во-первых, это на неделю, а во-вторых, мы помогаем тебе и сестре. Не сидите голодными, помогаем и продуктами, и деньгами. На, вот возьми эту колбасу, сыр». «Ой, а что это за конфеты такие?
Дорогие, наверное. Увидела мать конфеты. Вот, возьми. Марина положила матери в пакет и конфеты. Спасибо. Я детям Кате отнесу. Хоть уже почти взрослые, но все же мои любимые внуки. Мам, я даю тебе, а не твоим любимым внукам. У них есть родители, пусть и покупают. А то Сергей не хочет работать, валяется на диване или делает вид, что ищет работу. У него болит поясница, жалуется. Заступалась теща за зятя. А Катя зарабатывает немного. Ты же не хочешь ее взять к себе продавцом? Катя давно могла бы поменять работу, если бы захотела. А взять к себе продавцом мы с Иваном ее не хотим. С родственниками работать только себе в убыток. Хватит, наработал нам Сергей. Газель нашу разбил, да еще нас же и обвинил. Деньги из кассы таскал, да еще в долг просил, обещая отдать. А с чего он отдаст? А когда просили помочь разгрузить или загрузить обратно коробки, так у него поясница болит. Пришлось нам за ремонт машины приличную сумму выложить и его уволить. Обижается. Ну и пусть, на себя обижается. Но у вас деньги есть, не обеднеете. Вон как хорошо живете и сына в Москве учите. Как-то недовольно говорила мать. Ну ладно, Сергей, а Катю-то можно продавцом к вам пристроить? Мам, я же сказала, что с родственниками больше никогда не будем связываться, себе дороже. Конечно, вы же не родные сестры. А была бы тебе Катя родная, ты по-другому, может быть, говорила. Ты должна помогать нам всем. Мы тебя воспитали, не отдали в детдом. Мам, ну что ты такое говоришь? Я же тоже ей помогаю. И почему ты всегда одно и то же говоришь? Да, я благодарна вам и люблю вас. Ну а Катя с Сергеем пусть сами зарабатывают. Да, Марина, деньги тебя испортили, сказала со злостью мать и, схватив пакет с продуктами, ушла. Пока, мне еще на дачу надо успеть. Марине стало не по себе. Вот так всегда заканчиваются наши встречи. Ты должна, ты должна. Мы с Иваном и так им всем помогаем. Правда, говорят, не делай добра. Нам никто не помогал, влезли в кредит, купили помещение полуразрушенное, сделали ремонт. Хорошо, что сейчас уже все позади и получаем прибыль с магазина. А ведь ни родители, ни сестра даже не поинтересовались, как нам это все досталось. Прошло несколько дней. Позвонила сестра Катя. «Марин, мне сейчас из больницы позвонили. Мать с инсультом привезли. Была на даче, и вот там случилось. Сейчас приеду». Марина запрыгнула в машину и приехала в больницу. К матери она ездила каждый день, привозила фрукты, сок и все, что в этом случае нужно. Когда стало лучше, выписали из больницы, и врач сказал: «Вам пока ничего не могу обещать хорошего. В ближайшее время она не сможет подняться. За матерью нужен уход постоянный». Мать из больницы забирала Марина. Сестре некогда, она на работе. Тогда Марина поехала к Кате. «Слушай, Кать, за мамой нужен уход. Я не могу оставить магазин. Иван один не справится. Ты тоже работаешь. Нужна сиделка. Я тебе предлагаю уволиться, и вместо сиделки тебе буду платить деньги. Все-таки своя родная дочь будет ухаживать, а не чужой человек». «Нет уж, не собираюсь я увольняться и сидеть возле лежащей матери. Умрешь со скуки. Я лучше буду работать. Хоть и зарплата маленькая, но зато весело на работе». «Ну, как хочешь. Я найду сиделку для нее, а магазин не брошу, а то останемся без дохода. Иван и так за троих работает, да еще помогаем и матери, и тебе». «Ой, да что вы нам помогаете? Серегу выгнали, да еще хотели заставить машину ремонтировать. Хоть он и не виноват, что в него въехали. Так обстоятельства сложились». «Как это не виноват? Никто в него не въехал. Он сам не вписался в угол дома». «Не ври. Мне Серега сказал,
что он не виноват. Злобно ответила сестра. А продукты ты не берешь в расчет? Каждый месяц я тебе привозила по пакету продуктов, говорила Марина. Да еще мать старалась для вас. Да что ты со своими продуктами? Ну, привозила. И что, больше не будешь привозить? Нет, не буду. Зарабатывайте сами. А мне нужно сиделке платить за уход за матерью. Так и расстались сестры, недовольные друг другом. Марина часто навещала мать, помогала. Катя забегала пару раз в месяц, и то на 10 минут не больше. Мать была недовольна, что за ней ухаживает чужая женщина, хоть сиделка была хорошая и добрая. Выговаривала именно Марине. Что, сама не можешь ухаживать? Деньги надо тебе зарабатывать. Деньги дороже матери. Хотела на Катю спихнуть уход за мной. У нее и так дел много. Работа, семья, дети. Мам, ну я же помогаю тебе и продуктами, и сиделку оплачиваю. А Катя не захотела увольняться. Я бы ей платила эти деньги. Но ты всегда придумаешь отговорку. А ты должна. Мы тебя воспитали. Марина помогала матери до самой смерти. Через 7 лет она умерла. Так и не смогла встать на ноги. После похорон, которые полностью взяли на себя Иван с Мариной, сестра вдруг сказала: «Ой, Маринка, отмучилась мать наша, и мы с тобой. Хлопот на это все. И уход, и забота». «Катя, ты что ли ухаживала и заботилась? Спасибо скажи сиделке». «Ну, сейчас, разбежалась. За что говорить ей спасибо? Она деньги за это получала». Марина только покачала головой. «Это ты должна за все благодарить. Все-таки тебя родители удочерили и воспитали. Вот ты и должна. Еще неизвестно, что бы с тобой было. Вот, памятник надо будет матери ставить. У меня денег нет, так что тебе придется взять на себя», — настоятельно говорила Катя. Не прошло и недели, как Катя позвонила сестре. «Марин, у меня денег нет, подкинь немного. Серега мой ищет работу, не может найти. Мамы нет, так хоть ее пенсия была». «Нет, Катя, лишних денег у меня нет, зарабатывайте сами». «Ну и неблагодарная же ты, Маринка, родители тебя удочерили и воспитали, ты должна». Марина отключила телефон и вышла из дома. Ей нужно ехать по своим делам. Накопилось много работы, пока занималась похоронами матери. Иван тоже закрутился, работает и водителем, и грузчиком. Марина с благодарностью и теплом думает о своем муже. «Как повезло мне с моим Иваном. Он всегда поддерживает меня. Я за ним, как за каменной стеной. Ни разу меня не упрекнул, что я помогала своим родственникам. Даже сам отвозил иногда продукты, но теперь все. Пусть Катя со своим мужем обеспечивают свою семью сами». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.